Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня вновь будет речь идти о огурце Арктика. Вы просили обязательно писать, я еще раз вот так вот уже написала название на английском. Вот нонг я считала W, но считают, что вот нонг фу био. Это южнокорейская селекция. Арктика F1 вначале была арена. Иногда бывает, что вот пишут на пакете арена. Но нужно покупать именно профессиональные семена, там, где вы знаете, где уже проверено. И вот этот огурец у нас в теплице уже несколько лет. Нам очень нравится он. Ну, а в этом году у нас очень много вопросов по поводу, как же он себя будет ощущать в открытом грунте. И мы уже испытали. В прошлом году попал под град, мы не смогли дать ответ. А вот сейчас использую семена партенокарпических огурцов Арктика. Они очень нравятся нашей семье, и мне нравятся. И сейчас в каждый горшочек отправляю по одной семечке. Схожесть у них очень хорошая. Устанавливаю по центру. Получилось, что у меня водичка с марганцовкой чуть-чуть землю уплотнила, и это очень хорошо. И по центру вот такая у нас маленькая получается выемка. Вот сюда и отправляю семена. Посаживаем огурец. Это эксперимент. Вот в парнике посмотрим, как Арктика себя покажет. Огурец рассадный. Арктика, вот смотрите, в большом горшке, 2 литра объемом. Делаю тоже ямочку. Здесь у нас огурцы не росли, зато здесь у нас редис скоро начнется и закончится, эти салатики тоже. И, естественно, тут можно будет вот таким образом высадить и вырастить, посмотрите, укрывать, если холодно будет. Агроволокно, это у нас парник. Посмотрим, как парники, потому что на открытом грунте очень сложно будет вырастить. Мы уже в прошлом году пробовали, один дождь, один град, и все, и от растения ничего не остается. Вот так вот. Так, теперь разгребаю все, делаю место для огурчика. Мы его полили предварительно. Он уже большой, смотрите, какая корневая система. Шикарный огурец. Вот, сегодня 24 мая 2021 года. Это время скорпиона. Скорпион очень любит, покровительствует огурцам. И всем-всем тыквам, патиссонам, кабачкам и огурцам тоже. Вот. И вот таким образом мы посадили. После посадки я никогда не поливаю. Через пару дней я их полью молочным раствором. Вот такой огурчик посажен. Начало эксперимента 10 часов 30 минут 24 мая 2021 года. Расти огурец. Сложным оказался для этого огурчика июнь месяц. Холодно, дожди. Но когда мы открывали парник, тут же всегда напротив огурца так интересно располагался наш любимец кот. Посмотрите, что он вытворял. И причем несколько раз мы его замечали именно в таком положении. Скорее всего, он что-то помогал, шаманил с этим огурцом. Это огурчик, его просто все спасают. Смотрите, здесь горошек спасает, там цветочек, здесь салат. Все спасают. Видите, это результат вот этой холодной, дождливой погоды этого циклона. Тоже что делаю? Поливать здесь нельзя ни в коем случае. Зато нужно обязательно дать воздух обязательно огурчику. Ну а вечером будем обязательно тоже обрабатывать раствором триходермина. Триходермина. Я думаю, может, мы потихоньку его будем вытягивать. Что делать? Сегодня 14 июля. И вот мы у этого огурчика. У нас в семье называют этот огурчик самый умный огурец из всех, которые мы вот выращивали. Потому что настолько выдержанный, настолько пластичный по отношению к погоде, как он все это регулирует. Плохая погода, холодно, он
стоял как будто бы на месте, а вот здесь между бархатцами, бархатцы сами тоже насеялись, взошли, и получается бархатцы как будто бы его спасали, выручали, но вот сейчас идет, уже интенсивно наращиваются огурчики, смотрите. Вот, он очень интересен, когда он еще считает, что еще не время, по одному огурчику формирует. Вот. Вот и боковые уже пошли. Я, кстати, ничего здесь не формирую. Смотрите, какие они симпатичные огурчики. Вот. Мы уже собирали немножко. Очень вкусный тоже огурец, как и в теплице. И не будем ничего ему делать, не будем его прищипывать, не будем ему никаких зеленых операций. Вот мне просто интересно, как он будет вести себя. Началось вот это интенсивно сейчас рост побегов, пасынков. И ту же самая ситуация, как и в закрытом грунте. Смотрите, у него тоже короткие междуузлия. Видите, вот эта особенность. И чем еще нравится, вот сколько мы уже его выращивали. Если собираешь огурчик, вот собрали, через время здесь снова же повторяется плодоношение. И когда хорошая погода устанавливается, он тут же, и полив, все есть, он тут же начинает по несколько огурчиков формировать здесь же, в этой пазухе, где рос один огурец. Я практически первый раз встречаюсь вот с такой историей, когда короткие междуузлия и повторное идет плодоношение, причем по несколько раз. Насколько это умный огурец. Ну а чтобы получить хороший результат, уже точно знать и отвечать на все вопросы по этому огурцу в открытом грунте, мы посеяли семена. И вот несколько рассадных растений мы их высадили в открытом грунте. Сейчас покажу, как Сегодня это было. 5 июля 2021 года. Утром прошел дождик, несколько дней у нас прохлады есть, потом сильная жара. Хотела в горшках выращивать эти огурцы. Рассада у меня есть, вот, но так как сейчас уже смотрю прогнозы, действительно далее будет очень жарко, в горшках они сварятся. Поэтому мы будем сейчас высаживать их на грядках, где уже сняли урожай чеснока и лука. Итак, давай еще здесь посмотрим, в саду посадим. Где мы можем? Наверное. Здесь у нас ничего не получилось. Между деревьями. Между деревьями вот у нас маленькие персики, один персик и вот второй. Что, посадим абрикоска. одно тут растение, да? Да, мы здесь вот посадим одно растение. И удобно поливать. Ага, сейчас надо водичку. Сейчас эти огурчики, вот они, сегодня 14 июля, вот такой вид имеют, нарастают, их поливаем. Я их обрабатываю, как и те огурцы, трихофит, гаупсин против вредителей скарада М. И вот эти огурцы сегодня уже вот такой вот сколько листиков, уже 4, 5, 6 листик. Между кукурузками здесь открытый грунт. И мы, естественно, хотим увидеть, как он себя здесь покажет. А в теплице мы уже знаем, что его плодоношение 3 месяца спокойно работает. Корни очень мощные. Вот этот огурец с мощной корневой системой занимает практически вот больше метра в теплице всю площадь земли. И питание, конечно, мы даем, питаем хорошо, используя вот эти ветеринарные продукты из ветеринарной аптеки. Для животных есть в магазинах мясокостная мука, рыбная мука, кормовые дрожжи. Вот это очень нравится нашим огурчикам. Ну вот такая вот история на данный момент. Меня просили рассказать, показать, как они сейчас себя чувствуют в открытом грунте. Вот один у нас был в парнике, открыли его, он себе живет. Несколько там, по-моему, 6 огурчиков собрали, когда было даже холодно. Вот сейчас в открытом грунте еще один повторный посев семян огурца Арктика. И будем дальше наблюдать. Ответила на ваши вопросы. Пока что мне очень нравится, как он ведет себя. И желаем вам, естественно, тоже испытывать, пробуйте то, что у вас есть. Если есть возможность, заранее готовиться к тому, чтобы подготовить себе базу семенную на следующий год. Прощаемся до следующего видео. С вами Раиса Гориченко, Александр Холик. Прощаются с вами. Желаем всего самого доброго, удачи, хороших урожаев огурчиков на ваших грядках.